Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. Сегодня у нас очередной смотр танков нашей любимой игры Мир танков от List Games. Сегодня у нас на обзоре ЛТшка немецкая, проходная прокачиваемая ветка 7-го левела. Встречайте, Шпиц! Да. И прежде чем продолжим обзор, конечно же, прожмите лайк под видео и подпишитесь на канал, если вы до сих пор это не сделали. Ну а мы с вами начинаем. И давайте так, чисто для успокоения души посмотрим все-таки бронирование. А вдруг где кусок, не знаю, там брони прикрутили. Так, коллижен модель нашего шпица. И вот видите, какой у него корпус интересный. Да, эта тачка, кстати, переворачивается часто. Ну да ладно, что об этом ныть. Значит, 10, 10, 10, 10, 15. Целых 15, 15, 15. Ага, 10, 10. Ребят, по нам только фугасами надо стрелять, потому что ну какой смысл на нас бронебойные тратить, голду или калибры? Ну зачем? 10! Нет брони. По основным модулям обязательно качайте двигатель, ходовую, рацию очень важна нам. Топовая башня нам даст лучший обзор. Нас интересует вот эта топовая пушка 7-го левела, как и сам танк. 90 миллиметровка, 220 альфа на основном, на голдом, 270 на фугасе. Пробитие, ребята, 158, 210 на голде, 45 на фугасе. В целом нормально. Кстати, альфа очень даже, как для 7-го левела, ЛТ очень сочная. Вот, заряжается пушка 7,5 секунд, 1760 дпм, 0,36 точность, хорошее время сведения. Немецкая качественная пушка, что тут ныть? Касаемо полевой модернизации. Конечно же, во втором блоке качайте настройку клапанов, в четвертом блоке настройку механизмов заряжания и в пятом блоке дополнительная противосколочная защита. По оборудованию рекомендую сюда поставить просветленную оптику, поставить сюда турбину и поставить сюда малошумную систему выхлопа. По снарядам основной у нас бронебойный, скорость полета 630. Боль и печаль. Вот, кумулятивный у нас 630 летит, да, это голда. И фугас 338, ну это жесть, это просто боль. Ай-яй-яй, надо к таким снарядам в скорости, конечно, тут привыкать. По снаряжению ремка, аптечка, автоматический огнетушитель. Я пихнул доп-паёк, ЛТшкам доп-паёк, как мана небесная. 3 у нас члены экипажа, ребят. Перки наблюдаете перед собой в таблице. Теперь по плюсу-минусам машины. Машина неустойчивая, очень узкая, очень высокая и часто на ходу переворачивается. И ХВК на самом деле следующий, 8-ка, страдает этой болезнью, но этот очень часто. Ладно, по броне по нищему все прям очень на тоненького, прям даже не картон, а бумага. По пушке хорошее, в принципе, пробитие. Вот прям от альфы играется эта машина, то есть вы не только на этом танке можете светить, и, кстати, очень много настреливать. Это немаловажно, но к пушке надо привыкать, достаточно медленные снаряды, ничего не поделаешь. По УВН у нас даже присутствует минус 10, комфортная точность, комфортное время сведения, по ХП 880, как для ЛТ-7 норм. По мобильности 64 вперед, 24 назад, ребят, 26 лошадей на тонну удельную мощность, едет хорошо. Незаметность 40%, и это круто. По обзору, ребят, 4,73 метра, у меня, наверное, штраф. Нет, штраф нету, просто 4,73 метра, до 500 не дотянулись чуть-чуть, да. В целом, нормальная незаметность, адекватный обзор, можно на нем светить на этом танке, на этой ЛТ, ну еще можно от альфы играть, стрелять. Поэтому отправляемся в бой, давайте пощупаем, посмотрим, на что, собственно, на что шпиц способен. Погнали. Так, господа, обзор боем у наш шпиц. 7-й левел, немецкая ЛТшка. Самая хреновая карта, которую вообще, в принципе, можно для ЛТ придумать. Да, ехать по 7-й линии вдоль утеса — это смерть подобно с этого респа. Ехать на центр тоже терпеть такое. Блять. Вот
такой высокий, не культяпистый танк. Ребят, ну что сделать? Ну вы понимаете, что произошло? Перевернулся. На тебе, на 200. Бошку тебя разобью сейчас. О, хороша альфа, ребята. Косарь уже настреляли. Ни хрена себе тут катается. Ну там Т-103 кроет. Ну понятно. На тебя так, все добро. Теперь сейчас будем светить по-королевски. Хорошо, вот это альфа. Вот это годная пушка, вот это ЛТшка, да, ребят? Да, шпиц дает Гарри. Че его не убивает? Че МБТ, как он живет так долго? Ух ты, я не увидел, я просто не увидел. Что тут происходит-то? А мы проиграли, да? Ай-яй-яй. А мы проиграли бой, ребят. Ну, шпиц-то в целом хорош, союзники плохие. Тут я ничего не сделаю с этим. Надо настреливать пока. Есть возможность. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот так вот и живем. Союзные чемордяи не хотят выигрывать. Просто поотлетали все вокруг. Меня окружили. Ну, суммарно, сколько? 2500 дали. Уже хорошо, дайте досмотрим, как наши союзнички сдохнут. В целом-то шпиц хороший в размен. Ну, не в размен ХП, за счет альфы, конечно, можно прям на нем, на этом танке не только светить, но и настреливать. Да, как неудивительно, ЛТ настреливать. Вот видите, что происходит. Все. Проиграли. А могли выиграть преспокойно. Но союзники, как всегда, не хотят выигрывать просто.
О, хорошо. Суфик-то жарит. ППшек у нее нет, правда. Не, ну как в начале боя-то я перевернулся. На самом деле шпиц ХВК-12 часто переворачивается. Почему? Потому что вот такой корпус у них узкий и высокий. Или наши до последнего сопротивляются. Артушечку нашу убили. Суки замочили. Да. Увы. Интересно, кто кого победит сейчас? Т-34? Или картонный супер? Победили нас. Пофигу, а мы хорошо отыграли, я считаю, на ЛТ. И играли мощно на центре, даже перевернувшись в начале боя. Кстати, даже здорово, что я вам показал, что эта тачка может на поворотах переворачиваться. Ну, вот такой танк. Высокий и узкий. Сколько раз уже и на ХВК, и на шпице уже ранее переворачивался. Все, всех убили, мы проиграли. Ладно. Подвижность у него нормальная, вот, а кувыркается, конечно, но пушка с альфой вообще зачет. Прям как дашь на ЛТшечке по врагу, и приятно. По 5-бальной системе, ну, 3 с плюсом, 4 с жирным минусом, потому что все равно не культяпистая эта ЛТшка. Вот, прям. Ну, хотя за пушки, ну нет, не имба все равно, конечно же. Ребят, второе место мы по урону заняли. Вот видите, наши союзники сколько понастреляли. ЛТшка настреляла, а вот тяжелые танки всякие, КВ-5 840. АТ-8 имба, просто имба, 161. Су-100Y имба, 0. Да, союзники чмырдяи еще те. Ладно. Ребята, у кого есть эта штука в ангаре, пишите по поводу оборудования, как вам шпиц в целом. Как по мне, прям играбельная техника. Прям, ну, реально играбельная. Вот. Нажимайте лайки, подписывайтесь на канал. А я вам говорю, до скорых встреч. Пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.